Ты когда-нибудь мечтал еще больше углубиться в управление страной? Или же стать влиятельным чиновником? Так почему бы тебе это не реализовать в проекте, основанном на уникальном сеттинге фэнтезийной мировой войны – Хроники Коалиции 2.0? Время от времени здесь происходят глобальные события. Одно из таких – путч. Вы можете стать участником путча и даже получить крупный кусок сильнейшей империи, чтобы установить свой новый порядок. Также вы можете испытать себя, став правителем молодых, но амбициозных государств и развить их. Или создать свое собственное за пределами основных событий. Все в ваших руках. Так что дерзайте и удачи. Ну а ссылку вы найдете в описании. Уже совсем скоро выйдет новая DLC, где Советский Союз станет совсем другим. И шутки про паранойю Сталина увеличатся многократно. Но пока этого не случилось, у меня есть идея немного другую паранойю Сталина показать. С одним весьма занятным модом, который добавляет уникальную веточку технологий, посвященные церкви, уникальным войскам крестоносцев, магов, лекарей и прочей всякой нечисти, которую мы с вами сможем производить, построим на их основе армию и попытаемся победить. А если проживем до 44-го года, то нас с вами ждут, посмотрите-ка, великая церковь на ногах, также грифоны, архангелы и даже какой-то великий темный ангел. Надеюсь, такая идея вам понравится. И вы поддержите данный ролик своим лайком, подпиской на канал и комментом. Ну а мы с вами начинаем с самых первых исследований. Вводим повсеместное изучение Библии. Это нам улучшает скорость исследований и со временем откроет доступ к уникальному строению, которое будет для нас с вами добывать веру, ресурс, необходимый для производства новых видов войск. Пока, как вы понимаете, никакой веры и не пахнет, но в скором времени мы станем той самой державой, которая принесет веру во весь мир. Ну и по пути у нас должны открыться уникальные решения, которыми мы также займемся. Погнали! Вот, кстати, у нас появляются первые решения. Они, правда, требуют января 41 года, но мы с вами получим врата, которые повысят прирост политвластия на 20% и стабильность на 10%. Кроме того, если у нас столица будет производство уникального ресурса своего, то мы с вами получим священного генерала, который поведет нашу армию к святой и великой победе. Чуется, контента нас ждет впереди весьма много. Но пока я иду в пропаганду коллективизма, мне надо как можно больше стапки на старте, также политички не помешают. Потом уйдем через пятилетку и вооружение в доп. Ячейку, ну и сделаем все-таки чистку. А то как у нас Советский Союз, да и без чисточки. Наконец-то в августе 1936 года я взял первые 3 исследования. Мы с вами получили возможность строить церкви. Ну и самое важное, у нас теперь открыты подветочки уникальные. Смотрите, здесь у нас исследование авиации святой и также танков. Здесь же у нас исследования как раз рыцарей, магов, лекарей и даже местных штурмовиков, которые могут как сами передвигаться, так и на машинах. То есть у нас тут даже будет моторизация. Немного еще исследований, которые бафуют у нас тут войска спецдивизий, которыми как раз является все вот это вот разнообразие. Ну а по центру у нас развитие промышленности. Ну и нашей новой идеологии. По сути, здесь опять же концентрированная, либо же рассредоточенная промышленность. Так как здесь я решил взять концентрированную, то давайте здесь возьмем рассредоточку. Будем и то миксовать вместе. И давайте насладимся чисточками, теми самыми, которые скоро уже уйдут на покой и будут весьма расширены и изменены. Ну а тут суд над участниками троцкистского заговора. Хрущев в прошлом якшался с троцкистами. Он должен уйти. Простите, конечно, но Калинину жалко терять. Все-таки это поддержка стабильности, а Хрущев его не жалко. Не будет зато потом кукурузой всю Россию застраивать. Следующий этап чисточек – тайный суд над генералами. И я не хочу здесь терять Тухачевского, а также Егорова. Ибо у одного защита дивизии, у другого неплохие бонусы, во-первых, на исследование доктрины, а вдобавок к тому это хороший фельдмаршал. Поэтому Рокоссовский не хочет сознаваться. Все равно у нас не будет стандартных бронетанковых дивизий в этом понимании, поэтому не страшно. Давайте. Второй вариант. Цена победы. Наше влияние в Западной Европе растет,
Испания становится марионеткой. Поздравьте нас с неплохим достаточно событием и с мощным и сильным вассалом, который полностью пошел по ветке поддержки Советского Союза и теперь платит нам за нашу победу. Так-то неплохо. Коминтерн теперь зажат еще и союзниками. Надеюсь, Испанию мы с вами сохраним. А в это же время я почти исследовал ряд уникальных солдат, которые в скором времени заступят на службу в нашу армию. Давайте посмотрим на базовых бойцов. Маги, лекари и рыцари. Как видите, по производству всех лучше идут маги и рыцаря. Лекари чуть поменьше. А связано это с их особенностями. Посмотрите-ка, маг-саппорт нам сильно просто увеличит и противопехотку, и защиту, и прорыв. Но самое приятное, бронебойность пехотной дивизии становится 36 единиц, что позволяет с большей частью танков вражеских разбираться вообще без проблем. Ну и требования на эту дивизию не такие уж и большие, всего 30 маг оборудования. А вот присты это намного интереснее. Это вам и инициатива плюс 20%, и баф на организацию в 12%, и лучше прочность, и вдобавок к этому возмещение потерь и уменьшение потерь опыта. То есть это у нас и рота инициатива, и рота медиков, а также и рота баферов, которые повышают прочность организации. Все в одном лице. И тут уже требуется 25 вооружения, которое еще и дольше производится, но я думаю, оно того стоит. А рыцари у нас с вами просто заменяют пехоту. Это улучшенный вариант пехоты. Не сильные бафы, но все-таки получше защита, показатели атаки, прочности, также подавление выше и броня. Кроме того, требуется на 500 людей меньше и всего-навсего 100 рыцарского оборудования, что тоже несложно добыть. В итоге можно хоть всю дивизию сделать из рыцарей. Прикиньте, немец такой приходит в Советский Союз, а тут его рыцари с магами встречают. Вот я думаю, такого точно не ждал бы немец, но такое есть. И, кстати, смотри, бронебойный становится 20-очка. У чисто это такой пехотной дивизии, это неплохо. Ну и людских ресурсов, смотрите, как мало надо. А у меня как раз людей не так уж и много, я призыв решил не поднимать совсем. И увидите, 900 пехотки, 900 рыцарского бордирования. И у нас вполне себе неплохая дивизия выходит. Давайте еще вот так вот. Сверху мы можем закинуть магов. О, посмотри на эту красоту, что у нас вырисовывается с вами. Бронебойность 43. Прорыв более-менее для пехоты неплохой. Защита, противопехотная атака. Организация в 70, подавление в 30-очку. И в целом восстановление потерь. Ну и прочность 310, это, конечно, тоже весьма мощно. Так что еще немного, и Советский Союз станет святым союзом с рыцарями, магами, лекарями. Ну а в скором времени еще и с рядом других войск, которые я вам тоже сейчас покажу. Но перед этим тут есть интересные технологии. Посмотрите-ка сюда, взаимоисключающие. Сверху нам дают атаку и атаку, то есть 10% атаки можно забрать. А снизу скорость 30 плюс 20, эффективность увеличения ресурсов плюс 20. Ну, процентов всего. И дальше еще там последование плюс 5. Но, по-моему, выбор очевиден. Здесь даже выбор без выбора. Это намного приятнее. Ну, а здесь справа уже можно повыбирать. Здесь время на оправдание войны нам уменьшают и дают атаку, защиту и поддержку войны. А здесь же сверху нам дают атаку, защиту на нацпровках, улучшение мнения и стабильность. Единственный плюс — это цель сопротивления. Но тут, конечно, что еще подобрать? Время на оправдание войны, мне кажется, поприятнее будет. Мало ли мы захотим крестовый поход против всего мира организовать в ближайшее это время. Давайте посмотрим еще на ряд войск. Первое — это у нас истребители. Они отличаются по цене не сильно, но посмотрите на этих красавцев. Какой у них, во-первых, красивый эскиз. Кроме того, нужен всего-навсего один человек для обслуживания, а не 20. Дальность при всем при этом 850, а не 700. И в целом показатели маневренности, атаки вполне себе меня радуют. 60 и 27, и здесь посмотрите, 50 и 18. Так что это наша новая авиация. И 16 у нас больше не будет, у нас будут святые истребители. Кстати, все.
Поставил все это на производство, и у нас больше нет уникального ресурса святого. Надо вновь застраиваться церквями, чтобы обеспечить растущие нужды. А то народ перестанет так верить, и уже не сделаешь их магами. Придется обычной пехотой фронта закрывать. Но ладно, это пока еще не все. У нас есть еще войска. Посмотрите-ка, вот сюда, вот. Давайте добавим их в производство. В целом не так уж и дорого, но добавляются они у нас с вами вот здесь. Вот посмотрите-ка. Уникальный юнит, который бонусы на укрепление дает, на город. Неплохо двигается во многих местах. Но требует, конечно, у нас немало. 36 своеобразных танков и, кроме того, соточку оборудования. Но на самом деле это приятно, с учетом того, что у нас и броня растет, и бронебойность. То есть это именно бронемашины. Ранний такой вариант бронемашин, притом вполне себе неплохой. И мы даже на святых бронемашинах можем громить врага. И тут, наверное, у многих вопрос, а как лимиты? У тебя же лимиты ограничены на спецвойска, да. Но, во-первых, здесь по технологии можно увеличить лимит. Но я решил не резать себе показатели спецдивизии, а все-таки, наоборот, увеличить их. Противовес же здесь можно взять вот эту вот технологию, и нам откроется постройка специального центра, где у нас как раз и будут обучать войска спецназначения. Видите, от одного такого уровня у нас спецвойск плюс 200. Как вы понимаете, построишь таких 10-20, и все, ты можешь всю армию делать из спецвойск. Это весьма мощно. Ну и кроме того, еще можно потом будет добить сверху вот этой вот подветочкой на спецдивизии. Тем самым еще больше их получить и весьма так неплохо удивить мир своими уникальными и весьма мощными дивизиями. И, конечно же, все те маги, рыцари и прочие войска имеют еще ряд улучшений. Они будут получать бафы к своим показателям, а со временем будут открываться даже улучшения, например, тех же самых магов. И они станут еще сильнее. Посмотрите, у них лучше бронебойность, противопехотная атака. То же самое с рыцарями, у которых бронебойность в 2 раза подскочит. Так что это только первый этап святых войск. А по поводу врат, о которых я вам говорил, вот этих вот самых, открыть которые мы сможем только в январе 41-го, они нам как раз таки откроют доступ вот сюда, вот в 42-м году, да, к очень и очень уникальным войскам. К элитным именно рыцарям, магам и под конец к ангелам. Вы посмотрите сюда, ангелы везде на 20% бонуса имеют. Но и стоит, правда, недешево. Да и надежность. 50%, знаешь. Может, ангел поможет, а может и нет. Только молиться-то и остается. Но ангел выглядит очень красиво. Думаю, в такого вы точно поверите. В общем, такая вот у нас первая серия. Начинаем становление Советского Союза, а ныне уже Святого Союза, который наведет порядок в этом мире. Но на фоне я тут еще немножко сотрудничества, кстати, прокачиваю. Скоро уже будет 2-й уровень и в Соединенном Королевстве. Я решил так. А почему бы и нет? Наше святое войско, наше святое братство проникло внутрь Германии, внутрь теперь еще и Соединенного Королевства, дабы в будущем облегчить нашу мировую ситуацию. А так, уже скоро, да, будем переводить всю армию святых великих солдат. А всем вам спасибо за просмотр. Надеюсь, зашло и понравилось. И вы поддержите ролик своим лайком и комментом. Ну и, конечно же, будете ждать продолжения, где Святой Союз с нашим с вами великим Сталином победит всех и вся. До скорых встреч!